Тысячи огней мерцали в руках армии, заполнявших стадион, создавая море фиолетового, пульсирующего в такт биению сердец миллионов воспоминаний. Ветер разносил мягкий аромат осени, прохладный, но наполненный долгожданным теплом. Этот день был посвящен не только концерту Джина. Это был день, когда время, казалось, остановилось на мгновение, воссоединяя все, что когда-то было разделено. Когда на гигантском экране появился силуэт Джина, идущего к центру сцены, небо сотрясли ликующие возгласы. Он улыбнулся, его глаза слегка наполнились слезами. «Давно не виделись, не так ли?» — сказал он, глядя на море фиолетового света перед собой. «Я знаю, вы ждали нас всех». Но даже среди рева были две фигуры, которые приковывали каждый взгляд, два лица, которые даже среди тысяч не могли сравниться. Ким Тэ-хён и Чон Чингук. Они пришли не как обычные гости, а как две частички живой истории, две души, стоявшие на этой сцене, потея, смеясь, плача, и теперь возвращающиеся после долгой службы в армии. Первым вышел Тэ-хён, его черный костюм был украшен нежными блестками, отражавшими свет. Его улыбка была безмятежной, но глаза излучали нечто более глубокое, тоску, которую невозможно было скрыть. Чингук же был одет в простую, но соблазнительную белую рубашку, его волосы слегка растрепаны, словно чтобы их аутентичность не терялась среди гламура сцены. Когда Джин представил их, стадион взорвался истеричными криками. «И сегодня вечером, — сказал Джин, — я не один. Со мной мои два замечательных младших брата Тэ-хён и Чингук». Тысячи голосов зрителей в унисон выкрикивали их имена. Тэ-тэ. Чингук. Тэ-кук. Камера запечатлела момент, когда Тэ-хён повернулся к Чингуку. На его лице появилась легкая улыбка, мягкая, теплая и такая искренняя. Чингук ответил ей взглядом, который едва можно было произнести, словно слов уже не хватало, чтобы описать чувства, которые он так долго сдерживал. Они стояли бок о бок в центре сцены, под светом прожектора, освещавшего каждое их движение. Как только заиграли первые ноты «Эпифани», Джин начал петь своим знакомым, мягким голосом. Но на этот раз пел не только Джин. Чингук продолжал петь чистым вокалом, а Тэ-хён добавлял низкие гармонические ноты, делая песню глубже, чем когда-либо. Каждый куплет нес тяжелые эмоции о путешествиях, потерях и, наконец, воссоединении. В середине песни камера показала Чингука, который опустил глаза, его губы дрожали, он сдерживал улыбку, которая грозила расплакаться. Рядом с ним Тэ-хён протянул руку и нежно похлопал его по спине, жест такой незначительный, но такой многозначительный. Когда песня закончилась, Джин усмехнулся, глядя на них обоих. «Я знаю, что вы двое, должно быть, скучали по выступлениям здесь, да?» Поддразнил он. Тэ-хён рассмеялся, его характерный голос наполнил воздух. «Мы даже не можем поверить, что это реально Хён», — сказал он. «Такое чувство, будто только вчера мы были в нашей военной форме». Чингук кивнул, а затем добавил: «Но сегодня вечером здесь чувствуешь себя как дома». Стадион взорвался аплодисментами и криками радости. «Добро пожаловать домой!» Кричали тысячи голосов со всего мира. Затем наступил самый трогательный момент вечера – неожиданное выступление. Джин объявил: «Мы приготовили что-то особенное. Песню, которую мы трое хотели спеть, но так и не собрались». Свет погас. Заиграла нежная мелодия, и на экране вспыхнула «The Stars We Once Chased». Новая, никогда ранее не издававшаяся песня, написанная Тэ-хёном и Чингуком во время их военной службы, которую Джин впервые исполнил с Джином в тот вечер. Текст песни рассказывал об их путешествии, словно упавшие звезды, но при этом продолжающие светить в сердцах друг друга. Даже когда ночь была длинной, мы хранили свет внутри. Когда-нибудь мы встретимся снова, под одним небом. Голос Тэ-хёна был глубоким и полным тепла, в то время как высокие ноты Чингука были мощными и эмоциональными. Джин соединил их двоих своими мягкими гармониями, создав комбинацию, которая довела до слез всех на стадионе. Когда песня закончилась, трое долго обнимались в центре сцены.
Камера сфокусировалась на закрытых глазах Тэхёна и нежном похлопывании Чингука по спине. Его губы шептали что-то, что микрофон не мог уловить, но было достаточно ясно для тысяч глаз. «Я скучал по этому, Хён». В тот вечер они устроили больше, чем просто концерт. Они вернули значение слова «BT» «Beyond Stage». Единство, которое никогда не угаснет, даже когда время их разлучает. После того, как шоу закончилось и фейерверк осветил сеульское небо, Тэхён и Чингук сели за кулисы, все еще в своих сценических костюмах. Джин подошел к ним с теплой улыбкой. «Знаете», — сказал он, — «мы ждали не просто нашей музыки. Они ждали такого момента, когда мы снова сможем смеяться вместе». Тэхён смотрел на угасающий вдали свет. «Я думал, что забыл, каково это — стоять на этой сцене, но оказывается, что никогда не уходит, так это чувство быть вместе». Чингук улыбнулся и добавил: «И это чувство никогда не изменится». Ночь длилась, но память о той ночи будет жить вечно, в их сердцах, в сердцах Рэй, в каждой ноте, которую они когда-либо пели вместе. Тэхён в последний раз посмотрел на небо, прежде чем покинуть стадион, тихо прошептав себе: «Мы вернулись, наконец». И ночной ветер мягко ответил, словно донося его голос до каждого уголка мира, который когда-то скучал по ним. Но среди всего этого медленно угасало, что-то оставалось, чувство. Чувство воссоединения единства. Чувство, оставленное улыбкой Тэхёна, голосом Чингука и смехом Джина, все еще витали в воздухе. За кулисами, после того, как погас свет и выключились большие экраны, атмосфера смягчилась. Команда и стафф обнялись, некоторые проливали слезы облегчения. Присутствующие участники RM, Чимин, J-Hope и Шуга собрались в углу, ожидая, когда Джин, Тэхён и Чингук закончат приветствовать публику в последний раз. Они трое шли бок о бок по длинному коридору к комнате отдыха. Их шаги эхом отдавались от бетонного пола, простые, но значимые. В конце коридора Чингук внезапно остановился, обернувшись к теперь уже совершенно темной сцене. «Хён», — тихо сказал он, — «это странно. Там, казалось, были старые добрые времена». Тэхён смотрел в том же направлении. Сцена, возможно, и была пуста, но в его глазах он все еще видел силуэты шестерых, смеющихся, толкающих друг друга, делящих микрофон и смотрящих друг на друга глазами, которые говорили больше, чем могли бы слова. «Это не как прежде», — тихо ответил Тэхён, — «это похоже на что-то новое. Как будто мы начинаем все сначала». Джин похлопал их обоих по плечу, и мягкая улыбка расплылась по его усталому, но счастливому лицу. Если начинать все сначала, то, думаю, это идеальное начало. Все трое усмехнулись и продолжили идти. Когда они наконец добрались до комнаты отдыха, остальные участники тут же встали. Чимин так крепко обнял Джина, что они чуть не потеряли равновесие. RM гордо посмотрел на Тэхёна и Чингука, а затем тихо, но эмоционально сказал: «Вы не просто выступили сегодня вечером. Вы вернули все воспоминания, которые мы оставили позади». J-Hope добавил со сверкающими глазами: «Мне даже кажется, что мы снова репетируем в той маленькой комнате. Ваши голоса, ваша энергия, все осталось прежним». Шуга, обычно спокойный, просто кивнул. Но его глаза покраснели, а голос был немного хриплым, когда он сказал: «Я рад, что вы вернулись. Мир кажется более полным сегодня вечером». Тэхён посмотрел на лица каждого из своих братьев. Лица, которые были с ним в трудные времена, которые знали его смех и слезы без того, чтобы ему что-то объяснять. Чингук стоял рядом с ним, глядя на сцену глазами, сияющими от благодарности. Этот вечер ознаменовал конец концерта Джина, но он также ознаменовал начало чего-то большего. Невысказанное обещание, которое чувствовал каждый, кто был свидетелем этого, что BTS всегда будут возвращаться. Что из всех когда-либо сиявших звезд, они были единственными, которые никогда не померкнут.